Вы не поверите, но в этой колбасе нет ни грамма мяса, ни сои и никаких химических красителей. Всем ассаляму алейкум, добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу вам, как приготовить идеальную домашнюю колбасу из обычной красной чечевицы. Она получается настолько нежной и сытной, что даже заядлые мясоеды просят рецепт. Основа нашего блюда – красная чечевица. Я взяла 170 граммов. Сразу скажу, я замочила чечевицу утром, но вы можете спокойно оставить ее на ночь. Так даже лучше, она набухнет и быстрее приготовится. После этого я промываю чечевицу, сливаю всю воду и перекладываю в измельчитель. Добавляю немного воды. Не наливайте много, потому что при измельчении масса увеличивается. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Измельчили до однородности и сразу перекладываем в сковороду с антипригарным покрытием. Или можно в кастрюлю с толстым дном, так как при варке наша масса прилипает к дну. У меня сковорода 26 сантиметров, но я советую брать побольше, потому что при варке масса увеличивается в почти 2 раза. Далее доливаем воду. В общем, у меня ушло 800 мл воды. Теперь увариваем примерно 15 минут. Постоянно помешивайте, чтобы ничего не пригорело. Это очень важно. Можно делать это венчиком или лопаткой, как вам удобно. Теперь добавляем остальные ингредиенты. У меня тут красный и черный перец, просто засыпаем сверху. Далее добавляем сок от вареной свеклы. Я добавила примерно 5-6 ложек для красивого цвета. 2 чайные ложки соли без горки. И другая любимая приправа. Можно универсальную или шашлычную. 40 мл растительного масла. Далее добавляем 1 зубчик измельченного чеснока. Можно даже сушеного. Чем ароматнее специи, тем вкуснее получится колбаса. Тщательно перемешиваем до однородности. Добавляю остальную часть свекольного сока. По рецепту было 2 столовые ложки, но мне показалось, что этого недостаточно, и просто добавила еще. Теперь важный момент – это агар-агар. Я беру 2 чайные ложки и смешиваю с водой. Тут я немного ошиблась и добавила меньше воды. Лучше все-таки соблюдать пропорции, чтобы текстура получилась идеальной. Нужно примерно 3 или 4 столовые ложки воды. Теперь добавляем агар-агар в массу. Хорошо перемешиваем и варим около 5 минут. Пока все горячее, сразу переливаем в форму. Можно использовать обычную бутылку или контейнер. Я использовала емкость от блендера. И это очень удобно. Общая масса вышла около 600 или 700 граммов. Сверху накрываю пакетом и оставляю немного остыть. Затем убираю в холодильник на ночь. Можно даже на сутки. Так она лучше стабилизируется. Прошло почти сутки, наша колбаса готова. Посмотрите, какая она плотная и красивая. Давайте сейчас нарежем и попробуем. Очень легко выходит из тары. Многие боятся, что растительная колбаса будет сухой или крошиться. Но посмотрите на эту текстуру. Давайте я сейчас разломаю один кусочек и покажу вам поближе. Видите, она буквально нежная, эластичная и при этом держит форму. Она буквально тает во рту, а по текстуре ничуть не уступает вареной колбасе.
Честно, вкус меня удивил. Очень напоминает докторскую колбасу. Но знаете, что еще интереснее? Я попробовала его пожарить. И жареная она получилась еще вкуснее, прямо как настоящая колбаса на сковороде. Мои дети и муж были в восторге, съели почти сразу. Обязательно попробуйте приготовить. Это просто, полезно и очень вкусно. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком и подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Пусть в вашем доме всегда будет баракат, уют и вкусная еда. До встречи в следующем видео. И ассаляму алейкум.